Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И снова я говорю вам привет. У нас сегодня 24 апреля, 18-й день сезона, 12:56 по Москве. То есть вот-вот, через 3 минуты у нас начнутся феи. Точнее, не феи даже, а уже бездны безысходности. Судя по названию, вы должны понимать, да, что ее считают, таким сложным режимом коридора фей. Но оно так и есть. Единственное, что у нас сейчас откроется с 1 по 60 этаж, и они, насколько я помню, по прошлому сезону довольно-таки легкие. А уже после 60 до 120 там, насколько я помню, опять же, была самая высокая сложность. У бездны безысходности есть особый эффект, да, как вот, допустим, на боссе воронки. И мы видим, что эффекты на каждый сезон разные. И на каждый этап тоже разные. То есть первый этап у нас сейчас идет с ускорением навыков всех союзников на 60. И получаемый союзниками зональный урон снижен на 20%. Я думаю, что сложностей у старых игроков, у ветеранов, скажем так, да, здесь никакой не возникнет. Они уже знают, что это такое, у них есть команды, они понимают, как это делать, и я вам, наверное, ничего нового не расскажу. А вот для новичков, я думаю, что было бы неплохо попробовать подгадать, так сказать, составить какие-то команды попроще, которые смогут нормально пройти здесь все эти 60 этапов и, возможно, дальнейшие тоже. Я здесь составил 4 команды. Первая у нас вариант с Билдель, это та же команда, которая проходил Фей, то есть с Воришем, который здесь с оглушением, с сетом на оглушение. И Билдель без артефакта, да, то есть такая простенькая команда, учитывая, что Филосию, скорее всего, вы будете доставать из сундука. Если нет, ее можно кем-то заменить, правда, эта замена будет неполноценная. Эурион у вас будет, Шину Билдель, если вы вытаскивали ледяной взрыв, то, скорее всего, вы их уже собрали. Ну, а Вориш, наверное, у вас уже есть. Второй вариант более бюджетный, то есть на тот случай, если ледяного взрыва у вас нету. То есть вы не крутили никакой баннер, а ждете, например, лучницу, Таресию. Лосению получаем мы все на старте. Здесь у нас также Вориш со стансетом. И вот это кольцо мы получаем бесплатно. Ведимир у нас очень даже неплохо играет по площади, урон наносит. Третий вариант, так, это не тот, это у меня вариант с арены, я на арене использую вот эту команду. Он для новичков навряд ли подойдет, потому что, во-первых, здесь Митрасия, Фаэса, и плюс ко всему вот этот артефакт с обменника арены, который, чтобы купить его, нужно какое-то время поднакопить очков. Для новичков и, возможно, для игроков, которые перешли с первого сезона сразу в 6-й, это, наверное, не будет особо актуально. Ну а вот эта команда, если вы выкручивали Анализис, если каким-то образом вы купили Таресию, допустим, с сундука, либо донатного, я имею в виду, там на выбор эксклюзивка есть одна с 1 по 5 сезон. Ну или вдруг вам повезло в стандартном баннере, либо вы старый игрок, и у вас был сборный баннер, в котором вы выкрутили ее. Есть еще вот такая вот команда. То есть здесь у нас ускоряет Сагамир, я, правда, пока еще не решил. Возможно, что Линкас. Линкас у нас хоть и бьет один раз, да, но он наносит всем врагам. Пускай даже он не всем наложит разлом, но зато есть такая вероятность, и тогда Таресия будет наносить достаточно высокий урон. Просто я не стал Дианту, потому что Дианта, она редко падает, действительно редко падает, даже у меня сейчас она на +1, хотя я уже ауру крутил, причем не один раз. Поэтому вот такая полубюджетная донатная команда для новичков, либо для молодых старичков, скажем так. Итак, у нас уже фея началась, уже вон пятки, как обычно, сверкают, слепят нас. Давайте начнем. Давайте будем начинать сразу с бюджетной. Расстановку мы сделаем здесь попроще. Оленя я поставил тоже бюджетного. У него здесь всего 4 таланта. Какие получились, такие получились. Так, оленя сюда, ее вот сюда. Чтобы кучка была у нас где-то вот здесь, чтобы акцент вот на них шел как можно меньше. Что ж, я не буду ставить автопрохождение, потому что оно тратит наше время. Между этапами там дополнительно 5 секунд автопрохождение тратит, поэтому я его не ставлю. Кстати, таланты у меня здесь прокачаны. Не до конца, но пойдет. Ладно, поехали.
А вот и первая проблема из-за наших веселеньких попрыгушечек, вот этих квесточек. Что мы сделаем? Мы просто заблокируем нашего Ведимира, и тогда им прыгать будет некуда. Точнее, есть куда, видим, да, но до Ведимира они не доберутся.
Пускай бьют Вориша, пускай бьют кого хотят. Главное, чтобы Ведимира не трогали. Он все-таки у нас за урон отвечает, поэтому надо, чтобы он какое-то время пожил и вот этих вот попрыгушек наших добил. Видим, что уже проблемы возникают, кстати, да? Урон высокий, довольно-таки. Здесь у нас Элисебра с контролем, здесь еще дополнительно Мороз у нас здесь бьет. Я никак эту квесту добить не могу, видим, да? И у нас зацикливается бой, так как урона не хватает, а они вылечиваются. И вот такая вот команда у меня сейчас, надеюсь, что справится. Оставил я здесь Филосию, дал ей заливку с кукольника, сопротивление у нее стало меньше, но я надеюсь, что это не беда. Лосеня у нас здесь в сете на оглушение. Плюс ко всему, уже пока Фей проходил, нам дали вот такой вот предмет. То есть будет снижать, сбивать энергию. Ведимир остался прежним, Теодомир тоже в стан-сете с часами, и Гардрус вот тоже в стан-сете, и вот с этим вот чашей, или как она там называется, аромалампа, по-моему. Ну, давайте посмотрим, что получится. Теодора я ставлю вручную, чтобы он не тратил свое оглушение, если здесь контроль еще есть. Я чуть-чуть выжидаю, а затем бью. И да, чудесный стансет в количестве 3 штук нас наконец-таки спас здесь. Довольно-таки мерзкий этап. Ну, для таких слабых команд довольно-таки мерзкий этап. Потратил я на него достаточно много времени. Надо было сразу вот такую мерзкую команду делать на крайний случай. Ну что ж, если что, воспользуйтесь. Это у нас был 42 этаж. Со слабыми командами, конечно же, здесь могут появиться проблемы. Так, я ее сохраняю. Так, и возвращаемся, наверное, к нашим прежним вариантам. Как-то вот так вот, наверное. Зацепить 3 вроде бы не получится. А, нет, получится вот здесь вот. Здесь 2, здесь 3. Тогда может быть вот так, либо вообще вот так вот. Вот. Вот так вот вроде бы 3 не зацепят. А, ну конечно, они же побежали все в кучу. Планировал. Ладно, посмотрим, сколько мы здесь протянем.
Ну вот еще один этаж. Из-за того, что мы играем не вручную, у нас здесь появляются проблемы. По факту можно ничего не менять, я думаю. Во-первых, на всякий случай съем еду, я ее так и не съел ни разу. Я думаю, что можно сделать вот так вот. Просто мы направляем вручную, вот сюда. В самую гущу мерзопакостных созданий. Я надеюсь, что я все равно справлюсь. Нет, не успел, урон слишком высокий. Прибегает. Так, ее мы замкнем. Они почему-то бегут на нее. 1800 атаки. Я не знаю, почему они бегут на нее, но они бегут на нее. Давайте мы ее замкнем. Чтобы их тоже замкнуло. Когда Сагомир теряет свою цель, да, на которую он должен бежать боевым навыком, он... так, а он все равно бежит. Ну вот, вроде бы и все. Теперь проблем быть не должно. Главное, надо было вот этих перкунтов вырубить, потому что урон весь наносили они. Тем более их там двое. Так, здесь у нас две Митрасии, то есть сплошное воскрешение. Тоже вручную побью. Нам главное вырубить двух Митрасий. Иначе они снова и снова будут всех воскрешать. Кстати, я ударил рано. То есть у них иммунитет к ослаблениям. Надо было чуть-чуть подождать. Одну вырубили, но сейчас другие воскрешать начнут всех. Правда, у них не полное здоровье, то есть у нас есть прекрасный шанс добить их. Одну добили, вторая. Так, живет. Ай, я не туда. Ай-яй-яй. Нет, не успел. Она воскресилась. Я случайно нажал на авто и затянул бой. Ничего, сейчас справимся. Сейчас надеюсь, что справимся. Так, ну подождем чуть-чуть. Пускай иммунитет спадет. Ай, промахнулся, слишком высокая скорость. Ну, так вот, да. Уже воскрешение себе повесило. Вориш тут не вовремя запреты кидают. Тут по-хорошему вручную все надо было делать. Давайте подождем, пока Сифрис сходит. И пока спадет иммунитет. И воскрешение, вот. И вот теперь спокойно добьем, я надеюсь, уже наконец-таки. Нет, не добили. Не добили. Здесь нужна команду с побольше уроном. Так, ну здесь воскрешение, блин. И иммунитет. Сейчас они спали. Так, Сифрис сейчас будет кидать воскрешение. Нет, не успела. А вот сейчас успеет. Да, опять двоих воскресила. Здесь просто нужно было выкрутить побольше урона. Я не стал делать отдельную команду, занимаюсь сейчас конкретно ерундой. Но почему бы и нет. Сейчас... Ай-яй-яй. Она опять сейчас успеет. И тогда снова заново. Нет. Она не успела. Мы ее оглушили. Но конь, товарищ конь, точнее не товарищ, а мерзкий тип конь, успел воскресить ее. Так. Вот, ну неужели? Ну, в своем, когда будете сами проходить, сделайте отдельную команду и поставьте там побольше урона, чтобы можно было по массе вот по этой ударить посильнее.
Ну вот и последний этапчик. Так, тут у нас мерзкая аквизития, ну, надеюсь, что мы справимся. Хотя, возможно, что не без проблем. Они вроде бы нормально. Ну, сразу скажу, да, что со вторым этапом, когда у нас будут уже дальше этапы идти, выше 60-го, такая команда навряд ли справится. Хотя вот та вот, которая с контролем, возможно, что и справится. То есть там уже нужно брать выносливостью, в том плане, что жестким контролем постоянно и живучестью. То есть зацикленный контроль. Только так можно будет вот бюджетной командой пройти, и то это будет очень сложно. Союзник с наивысшими очками здоровья в начале боя получает 5% к урону за каждые 10 тысяч очков здоровья, максимум 50%. Максимум 50%? А, это значит, что 100 тысяч очков здоровья дадут еще 50% увеличения урона. Ну, здесь конкретно под ауру сделали этот, эффект конкретно под ауру. Нас вынуждают ауры играть. Ну, ладно, что, у нас к тому моменту уже баннер будет. Через 6 дней. А, подождите-ка. Нет, не будет. Нет, ауры еще не будет. У нас еще будет баннер пока что кульвиды. Здесь у нас еще 3 дня 17 часов. Потом еще 6 дней будет кульвида, а только потом будет аура. Ну, интересненько, интересненько. Посмотрим, как мы это будем проходить. Навряд ли такой бюджетной командой. Так, ну и что я здесь набил? Давайте посмотрим. 14 место. 4 сундучка. Ушло у меня на это, получается, у кого-то 15 минут, кто не парился, а у кого-то ушло час. Я потратил час. Ну, если вот не эти запарки вот на некоторых этапах, ну, допустим, я занял бы где-то топ-10. Топ-10 тут уже поинтереснее. Хотя что тут, на один сундук больше и на 2000 вот здесь вот. Ну, а так, видим, что топовыми командами, да, которые я, естественно, не показывал, потому что у кого они есть, я думаю, что они знают, что с ними делать. Можно вот за 15 минут вообще не глядя. То есть надо только успевать следующий. Конечно, если у вас есть какие-то... Это я показал базовый такой шаблон, да. Если у вас есть какие-то герои, наносящие урон получше, чем тот же Видимир и Лосеня, ставьте их. Можно даже троих, если у них урона будет хватать, быстренько. Мы видели, что там баф на ускорение навыков. То есть мы будем ходить раньше, чем противник. И можно 3 ДД ставить. И если у вас урона хватает на то, чтобы выносить всех с одного удара, то, пожалуйста, это будет замечательный вариант. Которым я, в принципе, пользовался, да, все предыдущие, излученный фей, где не старался бюджетной командой проходить. Я вот проходил, например, горением с Ашетиусом. Там просто один удар и все. То же самое, мне кажется, будет с, как я уже сказал, с Торесией. Даже, возможно, быстрее за счет того, что тут 2 целых заливки. Ну, в следующий раз, возможно, что потестирую, опять же, такую сравнительно бюджетную команду именно с Торесией. Потому что мучиться с эпиками, я думаю, не стоит. А новички, я надеюсь, что будут на старте именно этот баннер дожидаться и забирать ее. Правда, единственное, что она будет с опозданием, да, то есть бездна уже начнется, несколько дней пройдет, и только потом у нас будет лучница. Не знаю, тогда, получается, пропустите награду за рейтинг. Ну, попробую как-нибудь выкрутить команду, какую-нибудь доступную для новичков. Подумаю, что можно с этим сделать. Возможно, что-то типа вот этого. То есть куча контроля и, в принципе, все. Но я уверен, что выживаемости вот этой вот не хватит. Хотя, если поставить какого-нибудь Эуриона, то, может быть, они успеют. Не знаю. Может быть, успеют. Посмотрим. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.